Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня на обзоре у нас, не побоюсь этого слова, супер новинка от фирмы из Поднебесной Minibase. Российский палубный истребитель Су-27К в 48 масштабе. И в наборе, что тоже очень важно, находится и модель противокорабельной крылатой ракеты Х-41 Москит. Стоимость набора на нашем сайте 7390 рублей. Скидки и промокоды и остальные приятные вещи действуют естественно. Помимо набора мы еще и посмотрим дополнение к ней, той же фирмы Minibase. Коробку открою. И что мы там видим? Плакат. Видимо, в масштабе самой модели. Ну, с самолетом. Сразу можно догадаться, что есть два варианта сборки: в боевом положении и с поднятыми крыльями. Так, дальше. Очень прекрасно упакованные литники с деталями. Их много, поэтому чуть сокращу басню. Волшебная коробочка и волшебный пакетик. Но о них потом. Я сам не знаю, что там. Фототравление, металлический ПВД, окрашенные маски, пленка индикатора лобового стекла, ну я так предполагаю. Декаль. Подвесное вооружение надежно хранятся в отдельных коробках. И инструкция для сборки. Су-27К – это всего вторая порядковая модель фирмы Minibase. Первая была Су-33. Странно как-то. Но как я знаю, что Су-33 и есть Су-27К. Есть ли какие-то изменения между ними? Я не слышал, если честно. Но что точно новое в наборе, так это крылатая ракета Москит. Но о ней чуть позже. А сейчас литник с фюзеляжем самолета. Вернее, с верхней его части. Ну, как и положено для модели такого уровня и такой стоимости, впечатляющая расшивка. Лючки. Все тонкое и филигранное. Есть очень хорошо выраженная механизация складывания консоли крыла. На обратной стороне уже видна здесь проработка ниш шасси. На внутренней стороне створки уже внешняя клепка. Переднее горизонтальное оперение также вся в клепке, но уже во внутренней. К клепке и расшивке больше не возвращаюсь, а они идеальны. На моей памяти всего 3 производителя выпускают Су-33 в 48 масштабе. Корейская Академия я в руках не держал, но судя по Су-27, очень древняя и неправильная модель. Ну, с нишами-то здесь поработали. Приятно прям посмотреть. Про клепку уже молчу. Так вот, на чем я остановился. Китайская фирма Kinetic. От них собирал Су-34. Модель мне понравилась.
И вот теперь, а вернее все-таки в 2021 году, появилась фирма Minibase с Su-33 и сразу произвела фурор. Модель превосходная, с огромным количеством деталей, с прекрасным наполнением набора. Здесь Minibase лидер, это несомненно. Следующий литник с обтекателем антенны RS. Предполагаю, что с самой антенной RS, лестницей, кокпитом, приборными панелями. Обтекатель антенны RS выполнен в одну деталь. Ну, без ПВД, естественно. А, кстати, ПВД здесь можно выполнить в сложном виде. Это как бы опционно. Антенны RS, ну, судя по диаметру. Но видно ее не будет, но она есть. Две приборные панели. Очень красивые. С уже нанесенными циферблатами приборов. Это для, если декаль, то неплохо. А вот если менять направление, или 3D декаль, уже не очень хорошо. В комплекте имеется и лестница. Кокпит выглядит очень просто. И это понятно, потому что куча деталей от него раскинута по всем литникам. Основные стойки шасси тоже требуют тщательной сборки. Два одинаковых литника с колесами, соплами, килем. Руль направления сделан отдельной деталью от киля. Два варианта колес в наборе. Одни под нагрузкой, а вторые без. Колеса располовинены. Диск выполнен отдельно. Сопла также даны в двух вариантах. Данный литник полностью посвящен крылу самолета. Есть механизация складывания крыла. Ну, как я уже и говорил, можно собрать модель со сложенным крылом и в летном положении. Все движимые части крыла выполнены отдельными деталями. Вообще, именно механизации складывания производитель уделил очень большое внимание. Литник с креслом пилота. Ну, почти. Почти все для кресла. Да-да, почти целый литник посвящен креслу. Но мое мнение, это перебор. Но что самое интересное, в данном наборе есть еще и готовое напечатанное кресло пилота. Так что, если кому-то покажется трудоемко, то ставьте готовое. И дальше быстро-быстро пробегаюсь по дальнейшим литникам. А вот и отличие от первого набора Minibase. Крылатая ракета Москит. Перед вами ее корпус.
И еще целый литник деталей для ее сборки. Ну, здесь тоже не так все просто. Собирать так собирать. Два одинаковых литника с пилонами для подвесного вооружения. Пилонов очень разнообразное количество для всех типов ракет, которые есть в наборе. Ракеты бережно хранятся вот в таких коробочках. Это приятно. Каждая ракета находится на отдельной рамке. И она уже полностью собранная. Красить, конечно же, нужно будет. И очень большое количество декалей для нее вас ожидают. Готовьтесь. В этой коробке есть две ракеты Р-27ЭТ и две ракеты Р-27ЭР. Есть и вторая коробочка. А здесь находятся две ракеты Р-73Э, две ракеты Р-73Л, две ракеты Р-27Т и две ракеты Р-27Р. Литник с прозрачными деталями. В наборе два фонаря. Стекло чистое, прозрачное, без искажений и в меру, какую нужно меру, тонкое. Напечатаны на 3D принтере собранное кресло пилота. А вот эту деталь, также напечатанную, я не распознал. Нужна ваша помощь. С ней еще имеется и металлическая трубка. Бонусом есть и такая волшебная коробочка. А в ней фигура пилота. Принтер у производителя очень хороший. И, видимо, очень дорогой. Металлический ПВД имеется. Это, видимо, пленка для индикатора на лобовое стекло. Большая плата фототравления, обернутая в пленку. Всего 3 платы имеется в комплекте. Набор окрасочных масок. Декаль на 3 варианта окраски. Первый лист, который перед вами, опознавательные знаки. Лист номер 2. Весь посвящен технической информации. И третий лист. Техничка также. И декали для подвесного вооружения. Инструкция цветная. Огромедная книжка. Открываешь ее и сразу в бой, как говорится. Безумное количество шагов сборки. Схеме размещения ракет на пилонах выделена целая страница. И это очень удобно. Цветная схема окраски модели и нанесения декалей. 3 варианта окраски, как я уже и сказал. И самолет дан во всех всевозможных ракурсах.
Несколько страниц только для нанесения декалей с технической информацией. И, естественно, схема для ракет. И посмотрим дополнение для данного набора. Симпатичная коробочка. Вскрываю в первый раз при вас. Инструкция имеется. И понятно, что здесь есть стойки шасси. Вот сопла также вижу. Ну, открываю. Механизация складывания крыла имеется. Стойка основного шасси. Проводка есть. Ну, все дела прям. Даже трогать страшно. Такое все красивое и утонченное. Стойка переднего шасси. И отлично проработанное сопло двигателя. Внутрь надо заглянуть. Вот так, с подсветкой теперь видно отлично. Ну и еще что-то даже положили. Пишите, кто знает что. А на этом я заканчиваю на сегодня. Приобрести данную грандиозную модель и дополнение к ней же вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Пообщаемся в комментариях. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.